АвтоВАЗу подложили Соляриса. Корейцы вернулись, подешевели и встали Вести на хвост. Теперь у отечественного флагмана серьезные проблемы. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Доброго дня! Сегодня у нас на повестке возвращение доступных корейцев, которых собирают у нас под новым именем. Речь идет про тот самый Солярис, который по сути все тот же Hyundai. Внешне и внутренне все почти как раньше. И что удивительно, цены на них начинают медленно, но уверенно снижаться. Конечно, не в разы. Цены не опустились до 800 тысяч рублей, но тренд заметен. Есть даже шанс, что автомобили попадут под действие госпрограммы, благодаря которой часть стоимости компенсируется за счет субсидии. Забавно, но факт. Корейцы будто бы и ушли, а на деле просто переоделись, а АвтоВАЗ, как водится, снова в панике. То, что происходит сейчас на авторынке России, больше похоже на остросюжетный фильм, где сплелись драма, интрига и немного ужасов. АвтоВАЗ, некогда флагман отечественного автопрома, оказался зажат между молотом и наковальней. С одной стороны, агрессивные китайцы с заманчивыми скидками и броскими моделями, с другой, корейцы, вернувшиеся через черный ход под вывеской Солярис. Они не только вернулись, но еще и делают это уверенно. Цены пока далеки от доступных, но динамика снижения налицо. А пострадавшие, как обычно, мы с вами, которые в раздумьях, где взять машину и не остаться без штанов. Сегодня я расскажу вам, как бренды Hyundai и Kia, ныне скрывающиеся за названием Solaris, возвращаются на российский рынок шаг за шагом. Почему АвтоВАЗ считает это нечестной игрой? Как утилизбор все переворачивает с ног на голову. И что все это сулит нам, простым покупателям. АвтоВАЗ не просто автозавод, это целая эпоха. Машины, выпущенные под брендом Lada, прошли путь от советского асфальта до современных мегаполисов. Но последние годы стали настоящим испытанием для компании. После того, как в 2022 году Соколов пришел к руководству, начались спорные изменения. Цены на машины подскочили, а многие автолюбители считают, что качество наоборот пошло на спад. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Что же произошло с авторынком? До ухода иностранных компаний АвтоВАЗ жил в относительно стабильной среде. Да, с Hyundai и Kia было сложно тягаться, но прежнее руководство, включая Николя, считало конкуренцию естественным явлением. Никто не просил государства защищать вас от иномарок. Все решал рынок. Гранта, Веста и другие модели старались не отставать от корейцев, хотя и проигрывали в технологиях и надежности. Все держалось на низкой цене и отсутствии альтернатив. Когда можно было приобрести авто за 400 тысяч рублей, выбор был очевиден. Однако ситуация изменилась, когда из-за санкций Hyundai и Kia ушли, освободив нишу. Казалось, у АвтоВАЗа появился шанс стать абсолютным лидером, но на рынок вбежали китайцы – Chery, Geely, Haval и другие. Их автомобили были не только визуально привлекательны и технологичны, но и продавались с огромными скидками, вплоть до половины стоимости. Это был классический демпинг – продажа в убыток ради захвата рынка. В ответ АвтоВАЗ не стал снижать цены или работать над качеством, а начал жаловаться. Новый глава Соколов активно продвигал идею повышения утильсбора, налога, который вроде бы платят производители, но на деле расплачивается покупатель. Это якобы должно было поддержать российских автопроизводителей, но привело лишь к росту цен и новым проблемам. Слова о том, что китайцы рушат рынок,
Они просто продолжили продавать машины с огромными скидками. А тут еще и новые корейцы под брендом Solaris вернулись. Это стало настоящим ударом для АвтоВАЗа. Что же произошло в Питере? В прошлом году завод Hyundai, простаивающий 2 года, оказался в руках компании AGR Automotive Group. При этом у корейцев осталась опция выкупа в течение 2 лет. Производство возобновилось, и первым на конвейер вернулась Solaris, теперь называемый Solaris HS. Осенью начали собирать кроссовер, бывшую Крету. Теперь это Solaris H. А затем в начале этого года седан Kia Rio, получивший имя Solaris KRS. А еще и хэтчбэк Rio X, теперь известен как Solaris Harris X. Звучит страшно. Названия, конечно, вызывают улыбку, но все это собирается на одной и той же площадке. AGR утверждает, что автомобили делают из остатков прежних комплектующих. Однако источники, близкие к заводу, сомневаются. Запасов Hyundai, как правило, хватало максимум на 2 недели производства, не больше. Так откуда же столько деталей? Некоторые СМИ сообщают, что поставки деталей Hyundai идут через Китай, затем в Казахстан и уже оттуда в Россию. Логистика сложная, дорогая, но работает. Для Hyundai российский рынок всегда был прибыльным, особенно на фоне падения интереса к их моделям в Китае. Самое интересное – цены. Чтобы вписаться в госпрограмму льготного автокредитования, AGR пошла на снижение стоимости базовых версий. Solaris KRS, бывший Rio, подешевел на 120 тысяч рублей и теперь стоит от 1 миллиона 960 тысяч. Да, цена все еще высокая, но на фоне 5-летних машин, которые стоят 1,5 миллиона, разница уже не такая огромная. Хэтчбэк Solaris Harris X скинул 211 тысяч. Теперь его тоже можно взять за 1 миллион 960 тысяч рублей. Кроссовер Solaris HS, то есть Крета, стал дешевле на 670-780 тысяч рублей. Цена начинается от 2 миллионов рублей. А базовый седан Solaris HS на 90 тысяч дешевле, от 1 миллиона 930 тысяч рублей. Дорого? Да. Слишком дорого за бюджетные модели прошлого, но в сравнении с рынком уже лучше, чем было. К тому же работает рассрочка на 48 месяцев с мизерной ставкой 0,1%, и дилеры добавляют свои скидки. АвтоВАЗ оказался в неудобном положении, и все это усугубляется утильсбором. В прошлом году его увеличили с 300 до 556 тысяч рублей, а в этом году до 667 тысяч. Более того, он будет расти еще до 2030 года. АвтоВАЗ это приветствовал, надеясь таким образом затруднить жизнь китайским конкурентам, но вышло иначе. Удар по кошельку получили и китайцы, и сам АвтоВАЗ, и главное покупатели. Китайцы просто компенсируют сбор скидками, АвтоВАЗ нет. Сегодня даже автовазовская Веста в базе стоит от 1,5 миллионов, а в хорошей комплектации уходит под 2,5. При этом она оснащена китайским вариатором, который вызывает много нареканий. Скрипы, проблемы с электроникой, грубая сборка. А что на этом фоне предлагают конкуренты? Корейцы предлагают проверенные временем автоматы, хороший пластик, нормальную эргономику. Китайцы кучу современных опций: камеры кругового обзора, сенсоры, мультимедиа с широкими экранами, электроприводы, адаптивы и так далее. Качество лад после 2022 года ощутимо ухудшилось. Люди жалуются, и это не просто капризы, это реальность. И при этом АвтоВАЗ продолжает повышать цены, объясняя все это борьбой с демпингом и нуждой в защите внутреннего производителя. Только покупатели от этого не выигрывают. Статистика все подтверждает. Продажи Лада упали на 25% и теперь составляют 155 тысяч машин за первое полугодие. В это же время Solaris продал 12 тысяч и продолжает набирать, а рынок в целом просел на 26%. Причины: утилизбор, высокая ключевая ставка ЦБ, склады заваленные машинами и падение курса рубля. Последний, кстати, даже добавляет процентов к цене. Каждые 10 рублей падения прибавляют 7% к стоимости авто. И пока АвтоВАЗ смотрит в сторону государства в поисках поддержки,
Китайцы и корейцы продвигаются вперед. Прямой импорт набирает обороты. Люди все чаще заказывают машины напрямую из-за границы, особенно из Кореи и Китая, экономя при этом на утиле. Вторичка также растет. Она уже показала плюс 1,5% в прошлом году и продолжает идти вверх. И вот новые игроки на горизонте. Chery будет собираться официально в Калуге. Haval запускает мелкоузловую сборку, и это только начало. Будущее у АвтоВАЗа туманное. Если они не начнут улучшать качество и снижать цены, останутся в стороне. Люди сейчас умнее, они изучают рынок, мониторят, сравнивают. И на рынке уже немало машин, которые выгоднее Лады. Вопрос только в желании АвтоВАЗа конкурировать, а не ныть. Выбирайте с умом, делитесь мнениями в комментариях, подписывайтесь и давайте обсудим, виноват ли АвтоВАЗ сам в своих проблемах или нет. Удачи! Ну и обещанная мною шутка. Здравствуйте, мы проводим социологический опрос. Скажите, пожалуйста, где бы вы хотели провести отпуск? В 1980 году, но с нынешними деньгами. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.